вы будете сложная. Чего это? Но не точно, мне нужен ток. Она смотрится как какая-то царапина. Правило-то гласит. Пойду посмотрю, что там делает Натали. Нельзя одну оставлять надолго. Уже целоваться полезет, я подальше встану. Okay, it's my not good joke. Всем привет! Сегодня у нас 7-й день. Мы близимся к концу. Сегодня у них по 3 модели должно быть, но я уверена, что Венди справится. Я ее даже не подгоняю, она рисует быстро, все делает четко. А Натали постоянно нарушает правила, из-за этого у нас удлиняется процесс. Как бы я не дам ей их нарушить в итоге, но процесс удлиняется, и она все никак ни разу еще не сделала 3 модели. И сегодня мы как раз будем над этим работать, но вот сейчас опять я ее остановила, она уже хотела класть клиента и начинать работать, а я ее остановила, заставила опять перерисовывать эскиз. Просто я не могу взять и нарисовать за нее, иначе это будет не учебный процесс, а просто сделала за нее, показала, как я могу. Она должна сама это сделать. Делаем. Ну что, здесь у нас очень хорошее расстояние от глаз, и нарисовать можно широкую красивую бровь. Кожа у азиатов обычно прям хорошая для волосков, вообще с ней легко работать. Действительно, она прям такая плотная, хорошая чаще всего. Всякое бывает, но тут, так как обычно, классическая форма. Единственное, что тут очень сильно загнуты уголки вот эти, и она сейчас будет с ними воевать явно. Здесь тоже можно практически любую форму нарисовать, но начинается бровь низко, на самом деле. Свои волоски растут прям близко возле глаза. А глаза большие, яркие, и бровь, по идее, хочется, чтобы тоже была такая раскидистая. Вы будете сложная. Чего это? Но сложная, потому что бровь начинается уже на мягком месте, на веке практически, понимаете? То есть она обычно вот здесь, вот на вот этой подушке растет, на надбровной дуге, а ваши волоски начинаются низко. Это осложняет работу, там кожа тягучая, такая уже другая немножко. Спрашивала вас, когда щипала? Why you don't ask your client? I told you yesterday, you need to ask your client and me when you cut your natural hair stroke. You need ask. You can do it before you... Do you understand? It's very important. Yeah. Да, вчера я говорила несколько раз, что нельзя трогать волоски, их щипать, пока она не спросит клиента и меня, и пока мы не одобрим. А она берет и просто часть убирает бровей, не спросив. Мне бесит, когда я говорю, а меня не понимают. Или я говорю, а они не делают. Мне бесит это. Даже вот простые вещи, то есть много вещей пропускается мимо ушей. Мне нужен ток. Один раз неправильно не послушалась, неправильно сделала. Но она может сделать, попробовать, но у нас же разные лица и кости разные. Но она, в принципе, почти такую же и рисует, старается. Классическую обычную форму с прямыми линиями. Но мимические мышцы очень сильные, привычки у нас очень сильные. Очень часто лицо бывает несимметричным именно из-за того, что человек привык улыбаться на одну сторону. Там у него здесь вот морщина, и эта часть вытянута. Да, а кто-то привык бровью вот так все время, она задрана, и здесь уже создаются, морщины, и она всегда задрана. Это меняется при помощи ботокса просто. Расслабляется, выравнивается лоб, становится все на место, и косметологи могут приподнять, а могут и опустить. Бровь, например, они умеют это делать, могут изменить даже форму, она становится домиком, в зависимости от того, какая мышца напряжется, либо расслабится. Но сначала всегда делается перманентный макияж, максимально симметричный, какой возможно, а потом уже это дело расслабляется. Вот эта часть широкая у нее конкретно, в ее случае. То есть скулы, это азиатский вариант, когда выпуклые скулы такие широкие. И вот эта часть широкая, где лоб, и низ, на сужение идущее лицо. Тут даже не то чтобы азиат, а вот просто узкий низ. И я не могу просто физически на на этой широкой части нарисовать тоненькие или маленькие брови, они потеряются на этой площади. А то же самое касается большого лица просто. Бывает такое большое, круглое лицо. И она говорит, нет, не тоненькую, маленькую. И вот здесь и она смотрится как какая-то царапина с расстояния в 2 метра. Ее нету. И, естественно, я рисую большую размашистую форму.
То же самое, наоборот, мелкие черты лица просят чего-то такого скромного, небольших размеров. Квадратное лицо просит изогнутой брови, потому что эти все квадратные, ну вот бывают такие прям челюсти, рубленые. Их надо смягчить немного, потому что если я нарисую брови домиком, это все будет, что это такое за кубизм. Да, или наоборот, бывают часто вот такие очень узкие вытянутые лица, и у них такие же брови, очень тонкие носы, близко посаженные глаза, все вот такое сведенное в середину, представляешь? И брови также растут, а я должна попытаться раскрыть это, раздвинуть, то есть это, ну вот так вот. Прям правил нету, кстати, от меня требуют прописать их все те, кто, знаешь, как не понимают, как это сделать, и я над этим сейчас работаю. Просто когда ты даешь правила людям, которые не умеют по-другому, не умеют вообще, и ты даешь им, там, допустим, 10 правил, и они начинают лепить, допустим, там, широко расставленные глаза, и есть такое дурацкое правило, я его не соблюдаю никогда. Оно говорит, что бровь должна начинаться от крыла носа, вертикаль, типа проводишь, а заканчиваться вот крыло носа, угол глаза. А лицо широкое, вот такой нос, и автоматом вот здесь брови должны. Я видела, как человек стоит и начинает выдирать вот эти брови, хотя они растут на нормальном месте, потому что правило-то гласит. И вот такого маразма, чтобы избежать, мне надо, получается, миллион вариантов. Все типа учесть. Ну это же невозможно, каждое лицо особенное. Поэтому я всегда говорю, правил нет. Есть основные какие-то, вот можно ими пользоваться, но правил нет. Дашь правила, они начнут их соблюдать, а это еще хуже может быть. Поэтому я думаю иногда, что ты пришел в эту профессию, если ты вообще не видишь, не понимаешь, как это должно быть, не видишь, как украсить лицо, не видишь симметрию. Что ты пришел? Иди ищи в другом месте, как деньги заработать. Но меня не слушают. Чем темнее цвет, тем он опаснее. Тем он холоднее всегда. Темный цвет – это значит максимально насыщенный, максимально все равно холодный, хоть он и теплый. Вот мы выбираем. И чем глубже работаешь, тем всегда выглядит холоднее цвет. Вот кожа искажает, а когда мастер ошибается с глубиной, во время обучения они ошибаются, то мы берем теплый, чтобы он выглядел не так холодно. То есть если мастер, вероятность ошибки минимальная, я разрешаю темными работать. Если она чуть более высокая, мы берем более светлый цвет. Чем темнее, тем легче должна быть работа, то есть без возможности ошибки или минимальная возможность ошибки. А в нашем случае ошибка – это большая глубина. То есть когда силу не рассчитал и воткнул слишком там, условно глубоко иглу, и когда заживает, пигмент становится там, таким фиолетовым. Ой, я сейчас чихну. Stop. And don't touch red line. Never. Bottom line, upper line, don't touch, okay? Это вам будет казаться, что, ну вот так всегда, да. Но если прям соберетесь чихнуть, то... То что мне и сказать? Да, говорите стоп, она оторвет руки, и вы тогда чихнете. Потому что если вы чихнете, вы дернете головой. Я ж про что и говорю. Да, и у вас будет бровь на черепе. Не надо. Там работы много, она еще, скорее всего, вот здесь заглубилась в волоске в длинном. Но это будет понятно только, когда сойдут корочки. То есть через неделю, как минимум, когда сойдут корочки. Если вдруг будет цвет нормальный, отлично. Если он будет такой с синевой, чего вы выпучиваете глаза? Вы пришли моделью, у нас бывает такое, они учатся, они постоянно ошибаются. Если будет синевой, тогда вы придете... Но только через месяц на лазерную коррекцию. Понятно? Вам лазером прощелкают, вам это будет как модели бесплатно. Что-то подсказывает мне, что вы придете через месяц, вот, но не точно. То я мечусь, то я думаю, не дам никакой сертификат. Потом думаю, ну блин, молодец, ну старается, дам. Потом опять думаю, не дам. Она нарушает все правила. Потом думаю, дам. Вот тут последние 2 дня я такая в метаниях. Но она старается, просто это языковой барьер. Если она не сдаст экзамен в последний день, то есть не сделает полностью самостоятельную работу, которая соответствует нашим критериям, то студент не получает сертификат. Хоть это и просто бумажка, на самом деле, она ничего не значит в их стране. Она не дает им права работать, она ничего не значит. Она просто украшение стены, социальное доказательство, что она типа молодец, ездила. Но я все равно могу не дать. Еще раз пусть приезжает. Ну, похвалите ее. Ну, сейчас, я ей уже сказала, хорошо. She likes your work, yes. Younger. Чего?
Она говорит, что вы изменились. Ну, как бы глаза открылись, безусловно. Сейчас она еще такое ощущение, что целоваться полезет. Я подальше встану. До щеки так раз, два. Your work is beautiful. Thank you. Yes. God bless you. Yeah, you're very God bless me. Bless. You're very grateful. Что такое bless? Ну, благословит тебя Господь. I'm atheist. She doesn't believe in God. No, it means No, everything. the It's just universe, a the word. universe, Not everything. like Это просто фраза. everything, you know. Yeah, yeah. Yes, it's joke. It's my not good joke. Пытаются прийти даже несовершеннолетние, но мы не берем. Нельзя. Потому что только с родителями, либо с разрешением, с паспортом и все Вы такое. Ну широко реально, улыбнитесь, потому у вас что нельзя просто. Они не могут еще сами решать. Потом придет истеричная мамаша и будет нам тут рвать волосы клочьями. Зачем нам это надо? Самая возрастная, я не знаю, такое ощущение, что было ей. Она сказала, я сделала брови, и я буду с ними умирать, меня с ними похоронят, я буду красивая в гробу лежать. Там за 90 ей было. Прям вообще, прям очень старая. Поэтому как бы нету ограничений практически. Когда мастер работает долго или смотрит на что-то долго, или художник что-то рисует, смотрит долго, есть даже, ну как мы так говорили, глаз замылился, ты просто перестаешь видеть. Ты смотришь, видишь, что что-то не то, а что и где, не понимаешь. Что там надо изменить? А мой глаз, он свежий для этой работы. Я же не смотрю вот так на нее уже 2 часа. Я подхожу, вижу сразу и ну, по мелочи ей помогаю. А я никогда не вру, что я работаю ради денег. Никогда. Я всем говорю, я работаю только ради денег. А все остальные брехуны. Little bit shorter. Когда начинают петь про то, что они от любви к искусству работают. Если ты не художник и не сидишь голодный на чердаке, ты все остальное... Знаешь как, если твоя работа оплачивается, потому что они все зарабатывают деньги, просто многие пишут, я так люблю эту работу, я обожаю своих клиентов, я бы бесплатно работал, однако деньги берут. Конец 7-го дня. Мы сегодня сделали по 3 процедуры. Ура! Натали справилась и сделала реально 3 процедуры, причем практически сама, я почти не вмешивалась. Завтра тоже по 3 модели. В общем, процесс, как обычно, рабочий. Пашем. Улыбаемся и пашем. Самое короткое.